первая моя граница бумажная, которую я перешла в жизни. И деревня вроде бы ливанская, сирийская, непонятно как. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Солнечного Маньяка, и в этом ролике мы находимся в том самом месте, о котором нельзя забывать. Нельзя забывать, потому что именно таких мест на нашей планете очень много. Их много просто потому, что некогда в 19-18 веке наш мир состоял буквально из 6 стран, которые назывались империями. Именно эти империи, именно эти, как хотите называйте, колонизаторы, владельцы, просвещенные люди в светлых кабинетах Лондона, Парижа и других европейских городов занимались разделением этих мест без абсолютного учета национальных и других религиозных особенностей. Именно два таких человека в теплых кабинетах, в шикарных фраках, звали их Сайкс и Пико, занимались разделением Ближнего Востока, который сейчас, как мы сами понимаем, кипит, бурлит постоянно. Карандаши у них не были заточены очень остро, ну а их все равно больших знаний не хватало, чтобы разделить это место честно. И как раз тот самый незаточенный карандаш случайным образом расправился с этим местом, в котором мы находимся. Это место, люди, которые здесь живут, люди, которые обитают в этой маленькой деревне, честно сами про себя говорят. Вся наша жизнь – это Ливан. Наше сердце находится в Сирии. Ну а мы физически находимся в Израиле. Друзья, добро пожаловать в единственную алавитскую, малонаселенную, но уникальную в своем роде деревню, которая по законам ООН поделена буквально между тремя не очень дружными между собой государствами. Как живут люди здесь? Почему она была так разделена? Почему с ней так бесчестно поступили? И хорошо ли живется алавитам при сионистском режиме? А пока ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. Путь в эту деревню из центра Израиля сложно назвать простым. Дорога занимает примерно 3 часа и проходит через все северные поселения страны. Ну что ж, дорогие друзья, мы находимся уже фактически на самом севере Израиля. Практически подъезжаем к самой северной точке. Самая северная точка Израиля – это город Метула. И вот такие замечательные виды. Открываются, конечно, горы. То есть отсюда уже можно разглядеть и голландские высоты. Соответственно, точка спорная, так называемая точка, да, между Сирией и Израилем. Но и, как говорится, ливанские хребты тоже отсюда видны. И мы все приближаемся к так называемому ноготку, который является такой вот самой интересной, пожалуй, самой реально интересной точкой на Ближнем Востоке. На самом деле нам крупно повезло. Поселок целых 20 лет оставался закрытым для посетителей, так как его использовала для своих нужд армия Израиля. Попасть туда можно было только по специальному разрешению и после проверки документов. И только буквально 3 года назад туристы снова получили возможность приезжать сюда. Правда, все равно, исключительно с гидом и по предварительной договоренности. В скором времени мы уже будем подъезжать. Никаких пограничных каких-то переходов нас не ожидает, потому что, несмотря на то, что это граница, несмотря на то, что это место разделено ООН, как они сами считают, границ никаких не было, поэтому никаких КПП мы не ждем. То есть мы планируем сразу попасть туда, в это место, потому что это территория Израиля. Другое не менее важное обстоятельство – постоянные военные конфликты между ливанской Хизбаллой и армией Израиля. Деревня находится прямо на границе, и с нее буквально открывается вид на склады оружия противника и на мерседесы, принадлежащие членам группировки. Но, как оказалось, жителям деревни выжить под обстрелами проще, чем многим другим обитателям севера Израиля. Спрашивали по поводу местоположения. На самом деле, несмотря на то, что эта деревня находится на срезе, как бы между Ливаном, Сирией и так далее, здесь безопасно. Почему? Потому что Ливан, когда застреливает территорию Израиля, он перестреливает эту деревню. То есть, условно говоря, ракеты перелетают через нее, потому что она находится слишком близко к границе и к тому месту, откуда, собственно говоря, Хизбалла начинает атаки. Вот. И поэтому людей отсюда во время Ливанской войны не выселяли и не переселяли на другие территории Израиля. Это, конечно, меня очень удивило. С правой стороны ряды БТР, ограждающие всех желающих проникнуть на территорию Сирии. К счастью, поворачиваем мы налево, граница с Ливаном. И вот так, находясь на перепутье между тремя не самыми мирными границами, мы приближаемся к нашему пункту назначения.
что ж, дорогие друзья, мы приехали в деревню, и самый прикол ее в том, что она находится реально на отшибе. То есть можете себе представить, раньше, когда был британский мандат, французский мандат, жители этой деревни просто могли ходить за продуктами в соседний Ливан на осликах, потому что это было ближе, чем все остальное, чем британский мандат. Это очень интересно. Несмотря на то, что в Раджаре проживает сейчас не более 3000 жителей, ее судьбе мало кто сможет позавидовать. После распада Османской империи и учреждения здесь британского и французского мандата Раджар с 30-х годов прошлого века считался частью Сирии, поскольку именно там проживает самое большое на Ближнем Востоке алавитское сообщество. Ситуация кардинально меняется после шестидневной войны 1967 года, в ходе которой Сирия теряет Голландские высоты и многие другие поселения, в том числе контроль над деревней Раджар. Оставшись в полной независимости, жители Раджара обратились к властям Ливана, чтобы те взяли над деревней контроль. Ну, логично, все-таки в Ливане тоже алавиты были, да и идеологически это государство было им близко. Однако по неизвестным причинам Ливан отказался от деревни, и тогда ее обитатели пошли на крайние меры и все же решились напроситься под протекторат другой соседней страны – Израиля. Становятся здесь 67 года. Ребята очень быстро хватают иврит, ходят на работу. 71-е, это 4 года прошло, когда им предлагают израильское гражданство, и они его принимают. Все, как один. Казалось бы, на этом история могла закончиться благополучно. Израиль активно интегрировал жителей деревни в свое общество, провел к ним воду, электричество и другую инфраструктуру. Но Ближний Восток не знает покоя, а в 80-х годах здесь разрастается настоящая 20-летняя ливано-израильская война, и жителям деревни вновь приходится жить за несколькими рядами колючей проволоки и блокпостов. Кроме того, население росло и стало залезать за забор, отстраиваясь на север, уже к территории Южного Ливана. Поэтому фактически поселение остается разделенным между двумя враждующими государствами, а ее жителям приходится пересекать границу несколько раз в день. Все это и приводит к несправедливому разделению деревни в начале 2000-х годов. И деревня вроде бы ливанская, сирийская, непонятно как. Потом они бросили с этой картой. Здесь, естественно, топография показывает, где может проходить граница. Вот дорога, которую вы видите, это уже ливанская. Ливанские хуторки относительно новые. Они были построены так, в пику Израилю. Наверху, с той стороны, туда, там Метула, Манара. А нас больше интересует еще вот здесь вот заводь. Вы видите, водичка хорошо видна с этой точки. И два очень дохленьких домика. Вы видите, что на них написано? ООН, Организация Объединенных Наций. Значит, там была израильская воинская часть, и поставили когда заварилась вся эта каша. Это незатейливая будка ООНовцев – отголосок событий, которые произошли здесь после окончания Ливано-Израильской войны. Как только Израиль вывел из Ливана свои войска, международные силы провели так называемую «синюю линию» между двумя государствами, официально разделив деревню на северный, то есть ливанский, и южный, то есть израильский Раджар. Такое решение только усугубило проблему. Боевики Хизбаллы могли свободно складировать и передавать оружие прямо на территорию Израиля, а жители деревни должны были мучиться во многочасовых проверках на блокпостах. К счастью, Израиль наплевал на решение ООН после нападения боевиков Хизбаллы на своих солдат в 2005 году, и граница, разделяющая деревню, осталась условной по сей день. Ну что ж, друзья, нам сообщили, что мы просто сейчас перешли мыслимую границу. Граница должна была проходить как раз мимо этого парка. В той части должен был быть Ливан. А там, где мы сейчас идем, это типа израильская территория, но граница существует только на бумаге, поэтому у нас есть доступ свободно гулять по ней. Можно сказать, это первая моя граница бумажная, которую я перешла в жизни. Вот. Больше я пока таких границ бумажных не переходила, паспорт тоже не потребовали, удостоверение личности не потребовали. Граница эта была настолько абсурдной, что если бы она существовала в реальности, то делила бы на части жилые дома, школы и детские сады. Например, сейчас мы заглянем в гости к местному пекарю, который утверждает, что Ливано-израильская граница в буквальном смысле проходит через его пекарню. Что ж, друзья, мы пришли в местную кофейню. На самом деле здесь делается традиционный такой арабский десерт, очень вкусный, очень сладкий кнафе. Но не только, кофе тоже. История этого места такова, что его владелец, он для мамы закончил диплом архитектора, поэтому здесь очень интересная, как говорится, архитектура, но занялся любимым делом, готовкой. Вот, поэтому мы пробуем, дегустируем, где у нас кофе. Попробуем, очень крепкий. Я пробовала уже арабский кофе.
Вот, я просто чуть-чуть попробую. На самом деле, я не любитель очень крепких кофе, но типичный арабский, поэтому... Очень крепкий, как тройной американо примерно, чтобы вы понимали, вот такой. Кнафе оказался очень вкусным. Ну а мы отправляемся на прогулку по этой деревне. Только посмотрите, насколько же здесь приятная атмосфера. Ухоженные улицы, чистые дороги и развитая инфраструктура. Ну что ж, друзья, найден, конечно, главный плюс этой деревни. Это невероятная чистота просто по всем улицам. Здесь реально очень чисто, здесь огромное количество цветов, а все потому, что мэр города реально очень старается, то есть весь мусор, который здесь есть, он весь от туристов, от приезжих. Такое состояние деревни можно отнести не только к заслугам трепетных жителей поселения, которые активно жертвуют средства на строительство новых учебных и развлекательных заведений, но и самого мэра, которого местные просто боготворят за все эти улучшения. Так, ну что, друзья, как говорится, тот самый стенд здесь, как говорится, просвещается, точнее, провозглашается не только имя Аллаха, но и имя мэра вот этого замечательного города. В принципе, это единственная справедливость, это единственное справедливое упоминание мэра или какого-либо должностного лица, потому что здесь действительно очень чисто, очень ухоженно и очень здорово. Только в таких случаях нужно прославлять главу, мэра, политика, президента, кого угодно. Только если он вам обеспечил вот такие райские условия. Только в этом случае. Кстати, в этом саду мира, где находится Коран с прославлением мэра, в голове возникает множество интересных вопросов. Например, почему здесь и минара, и Дева Мария из христианских сюжетов, и исламские суры? Ответ прост. Дело все в особенной религии алавитов. Ну что ж, дорогие друзья, теперь немножечко про алавитов. Кто же такие алавиты? Алавиты, на самом деле, это одна из самых закрытых религиозных течений или сект, как хотите и называйте, потому что, с одной стороны, они связаны с шиитами, то есть с теми людьми в исламе, которые пошли за пророком Али и считают его священным. С другой стороны, они также включают в себя части Нового Завета, почему-то читают Евангелие. Потом они, как правило, не покрываются, то есть у них нет хиджабов у женщин, они ходят в более светских нарядах. Некоторые вещи у них разрешены. И, собственно говоря, их религия представляет собой что-то между, как говорится, гематрией, кабалой, Новым Заветом и исламом. То есть что-то между этого всего. Но узнать побольше об этой религии вы можете только в том случае, если вы женитесь или выйдете замуж за алавита, и вам тогда раскроют тайны. Поэтому, друзья мои, если вы жена или муж алавита, пожалуйста, пишите в комментарии подробности о том, в чем особенность состоит этой уникальной религии. Мне очень интересно, потому что источников недостаточно, к сожалению, в открытом доступе. И только на вас, друзья мои, надежда. Если среди вас такие отыщутся, пожалуйста, сообщите мне. Действительно, все, что нам известно об алавитах, так это то, что они совершают намаз 2 раза в день вместо 5, не молятся в мечетях, как остальные мусульмане, разрешают себе алкогольные напитки, а своим девушкам ходить непокрытыми. Кроме того, алавиты верят в переселение душ и в то, что после смерти человек превращается в животное. Если он был праведником, то в благородное, а если грешником, в то, которое потом съедят люди. Из-за такого религиозного микса жители Раджара празднуют и христианское Рождество, и Пасху, и Рамадан. Можете себе представить? Как думаете, можно ли алавитов считать мусульманами? Или они все же ближе к христианской традиции? Напишите в комментариях свое мнение. Ну а мы пока продолжим изучать деревню. Домики, конечно, просто тоже фантастические, на самом деле, очень аккуратные, вот эти вот наличники расписные, арки. А некоторые дома настолько цветные и прикольные, что как будто ты находишься в Японии или в Европе. Все очень ухоженное, то есть видно, что людям не все равно, где они живут, не все равно на свои дома, делается ремонт, делается какая-то отделка, то есть все выглядит как новенькое и как будто ты реально в симуляции. Ухоженность домов и их архитектура далеко не единственное, что отличает жителей Раджара от остальных граждан Израиля. Ведь это также единственные израильтяне, которым разрешают учиться в университетах Дамаска. Просто потому, что обучение на арабском, да и до Сирии им куда ближе, чем до Иерусалима или Тель-Авива. При выезде из Израиля они сдают свой паспорт и получают временное удостоверение сирийского студента с оккупированных голландских высот. И хотя образование – штука, конечно, важная и хорошая, но сильные связи раджаровцев с соседними недружественными странами приводят и к не очень достойным вещам – контрабанде. Это место являлось, по крайней мере, хабом для поставки из Ливана, потому что Ливан – это хаб героина.
Вот, поэтому здесь, конечно, у многих такие роскошные дома, интересные. Вот. Много было денег, были роскошные какие-то тачки. С одной стороны, ситуация, конечно, ужасная. Ну а с другой, что делать? Люди действительно живут фактически в окружении других государств. И до них им действительно ближе, чем до своих соотечественников. Ну что ж, друзья, вот здесь серьезно начинается Ливан. Помашите челу. Чел, не стреляй, ради бога. Снимаем просто наши красоты. Вот, а там уже Ливан и, хотела сказать, Насралла, но Насраллы нету. Взорванные пейджерами те самые за границей, за кордоном. Поэтому фактически прибываем на границе, ну, фактически уже за границей, можно сказать. Вот, и вот такие замечательные живописные виды вокруг. На этом виде, открывающем нам обзор на израильские базы, ливанские пейзажи и некогда сирийские и голландские высоты, заканчивается наша прогулка по этой деревне, уникальном месте, которое, несмотря на все тяготы, тяжелую судьбу, вечное разделение и бесконечные войны, продолжает жить своей жизнью, работать, отстраивать новые сады, школы и спортивные площадки. Ставьте палец вверх, если это видео открыло для вас новый уголок нашей планеты. Пишите свое мнение о деревне в комментариях. Ну а мы поехали изучать наш мир дальше. Пока-пока.